Посмотрим, погуляем еще по окрестностям. Сразу видно, к кому мы приехали. Это Насте повезло. А, это вот эта груша, которая по килограмму, да? Красивый такой. Начали вылупляться первые цыплята. Сегодня будем продолжать. Надеюсь, что справлюсь сама. Мне кажется, так лучше. Надеюсь, до конца все хватит. Снова едем в гости к Светлане и Кобе. Везем небольшие гостинцы. Они нас позвали угостить плодовыми теперь саженцами. Кто не видел, как мы сажаем цитрусовые саженцы, можно посмотреть по ссылочке. Посмотрим, погуляем еще по окрестностям. Сразу участок отличается. Да, сразу видно, к кому мы приехали. Красота. Да. Здрасте. Добро пожаловать. Видно. Да, вот это грейпфруты поспели какие, обалдеть. Может, у нас когда-нибудь такие будут. Вот это компания. Вот это Насте повезло. Ты сказала Алене спасибо? Сказала, да? Где большая? Ананасный. А, ну вот это плоские, да, которые? Ага. Олива. А, слива. Оцарк, премьер. Это вот так лучше. Вот. А, это вот эта груша, которая по килограмму, да? Да. Ну, она сразу видно, мощный ствол. Смотрите. Вот это абрикосы, но я не знаю, Ага. не скажу. Это абрикос, абрикос. Да, Да, да. Шкурка похожа. И вот это, Абрикосы у нас были. вот это нектарин. Угу. Очень особенно. Коба называется? Да. Спасибо большое. Они пока это курица. Гусей у нас не встретишь, да? Нет. Вот это тут хозяйство у кого-то. Тут обелечивают. Вот это красный ткемали, красный флаг называется. Вот это черешня
черешня. А, черешня я вижу, да. А вот это как слива. Ага, крупную, да? Кемали. Ага, Вот это груша и яблоня. Вот это груша, а Ага. вот это яблоня. ага, ага. Смотри, какие туи, да, это, по-моему? Мой брат родной, старший. Мгм. Так красиво. Раз мой брат, это уже престиж. Обалдеть. Ну вот он, лимон, смотри, вот. Да, вот этот, как он называется? Да, Агава, как алоэ, да? О, такой дом красивый. Агава. текилу делаем. Да. Такое видели. Там рыбка, смотри. Там рыбки живут, видишь, как тут? Ну, больше, чем у тебя бассейн, видишь? Копировали, сделали больше, да? Мужское логово. Кувшинчики, кружки. Наш дед жену, когда женился, украл девушку, нашу бабушку. И на этом телеге он его Привез сюда? Да. Ничего себе. Это как лимузин, да? Да. Лимузин, да? И он сделал гараж. Короче, мы нашли этого, купили, чуть-чуть отреставрировали. Ага. И, короче, сделали, чтобы она была просто... Да. История, что осталась, да? Да, да, интересно. Тепло там, да? Можно поснимать. Очень сильно плодов, ну, много плодов. Красивый. Оно как и... Обалдеть. Сколько ж ей лет? Это где-то 80-90 лет. 80. Обалдеть. Я представляю, какой тут запах, когда она Да. в цветах. Это А это клен. клен, да? Ага. Вот, сюда. 200 лет это и платана. Смотри, какая огромная. А что это за территория? Это бывший совхоз лавровый. А, лавр выращивали, да? Да, Ого. вот при СССР. Вот это дерево. Обалдеть. Сейчас пошли, эвкалипт покажу. А это домик был, да, раньше? Это моего брата. Красивый такой. У них это не жило, здесь не живут они. А Это можно их дом. можно же это сдавать. Нет, это без ремонта. В общем, можно его так. На, красиво. Красиво очень. Вот. Ой, эвкалипт. Ага. Да, тут такие деревья вековые просто. Там конца и края не видно. Сегодня для нас значимое событие. Несмотря на то, что у нас на нашей горе находится всего лишь 2 жилых дома, к нам приехала техника для того, чтобы сделать бетонную дорогу. Сейчас ходила в курятник, забирала очередную порцию яиц и заглянула к нашей курочке, которая у нас сидит на яйцах. И вот сегодня начали вылупляться первые цыплята. Вот она наша курочка. Я ей сейчас зернышки подсыпала. Я сейчас хочу вот что сделать. У нас курочка с цыплятами прямо у выхода. И на ночь мы этот выход не закрываем, чтобы рано утром курочки ходили гулять. И чтобы не задувало, и чтобы не было сквозняков, я хочу такую перегородочку вот сюда прикрепить, вот, чтобы им не поддувало. Вон они маленькие. Хорошие, хорошие.
Вот один болтик прикрутила. Не буду больше тревожить курочку и цыпленка, чтобы их не пугать. Я думаю, никуда доска не денется. И уже поменьше ветра оттуда будет. Вот сегодня пешком, да, прогуляемся? Да. Хорошо. Мандарины можно взять. Хочешь? Так. Давай. Давай, сейчас сорву, не надо, я тебе сорву сейчас. Они просто хотят мандаринчик, видишь, петухи? Мандарины? Они увидели, что ты срываешь мандарины, захотели мандаринчик. Ага. Они думали, ты им почистишь и дашь. Курочки, петухи там собрались, да. Да. Это много. Ну, они гуляют. Ого, какой лист большой. Да. Это наше алюминиевое дерево, павлония. Как видно. Да. А вот тут с половины пути по нашей горке уже начинается бетон. Вчера залили 14 кубов, сегодня будем продолжать. Так вот, машину оставили у соседки внизу, УАЗа. Сейчас будем забирать и едем в садик. Пока Тарас там занимается дорогой, я хочу начать высаживать плодовые деревья, которые нам подарили. В этот раз их не так много, поэтому я надеюсь, что справлюсь сама. Сейчас посчитаю, сколько у меня тут чего есть, и примерно пойду прикину, куда буду сажать. Нужно спланировать это, потому что деревья тут не маленькие, плодовые, яблоки, груши, персики, даже каштаны. Поэтому сейчас посмотрю, что у нас тут есть, и пойду сажать. Так, у меня вот здесь нектарин, вот этот не подписанный рядом, я тоже думаю, что это нектарин. Так, это груша одна. Так, это вот яблоко красное. Так, персик ананасный один. И слива такая вот Оцарк премьер. Так, получается 3, 6. 6 здесь. Так, а тут я еще перепроверю на видео, что у нас не подписано. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 6. А тут у нас калы. Такие вот черные или фиолетовые. В общем, редкий сорт. Тоже нужно будет посадить. Ну, это туда куда-нибудь в клумбочке, туда или в ту клумбу вторую. С этим легко. Так, а для этих вот буду сейчас искать места. Так, 42 куба бетона. Это примерно 150 метров дороги, поэтому планируем сегодня прям, ну сегодня, завтра, может не знаю, как успеем. Все доделать прям до самого нижнего примыкания нашей дороги. Вот здесь даже пришлось соседу немного подвинуть забор. Совсем он уже на дорогу вылез. Поэтому сегодня продолжим. Слой получается около 15 сантиметров. Сама дорога где-то шириной 2,5 метра. Вниз вот так вот кладем сетку. Муниципалитет тоже ее выделил.
связываем ее между собой. Конечно, надо тщательно связывать, когда будет более крутой склон. Вот здесь так 1-2 проволочки, не знаю. Если бы я знал, я бы обвязанную вчера взял. Я думал, она у нас есть здесь. Но вот пока так. Конечно, самый тяжелый участок начинается, в принципе, вот с этого поворота, до которого как раз и сделали, а выше обещают в следующем году выделить бетон. Ну, я думаю, как раз такое же количество нам хватит, чтобы доделать прям уже до наших ворот. И можно будет заезжать на любой машине, делать любые доставки. Это намного, конечно, облегчит не только нашу жизнь, но и стройку, уход за садом, ведение какого-то малого хозяйства. Поэтому, конечно, это огромный вклад. Как соседи говорят, 15 лет ждали этого момента. Так что нам еще повезло. Мы всего пару лет. На мой взгляд, вот тут самый крутой уклон дороги идет. Да, мне кажется, камера так не передает, насколько тут и вон там уже за нашим поворотом ворота. Вот едет бетономешалка, 5 кубов. Сетку раскидали. Надеюсь, сюда заедет. Сажаю я по такой же схеме. В лунку засыпаю землю у нас перегнившую с компостом. Засыпаю в лунку где-то пол-ведерка. Она такая земелька хорошая, подпитанная, рассыпчатая. Как раз питание будет саженцам. И сейчас я все просажу и по ведру еще на каждый саженец пролью. Мне кажется, так лучше, нежели заливать в лунку воду, потом сажать в эту грязь саженцы. Мне кажется, так чище получается. Вот этот вот орех будет убираться, и вот этот с краю. Поэтому я так и посадила вблизи него, так как тут будет пусто. Вот. И сейчас еще вот сюда один саженец посажу с забором. В дальнейшем надо будет забор этот убрать. Там вот вдоль оврага его сделать вот так. Ну, пока высажу сюда вот в центре. А там вот у нас огород уже начинается за этим забором. А вот эта яблоня, кстати, тоже будет убираться в дальнейшем. У нее совсем вот такие какие-то яблоки. Ни о чем. Не знаю, какая-то дичка бесполезная.
Поэтому будем это срубать. А вот эта слива, которую я собирала до этого в предыдущем каком-то видео летом, мы эту сливу убирать не будем. Может, получится ее как-то омолодить, может, какие-то ветки убрать. В общем, посмотрим, так как хорошая, крупная, прям сладкая, такая мясистая. Вот, решили ее пока оставить. Так, а яблоко уберем потом. И вот здесь я в этой компостной куче набираю землю. Вот у нас уже такая вот огромная кучка. И я из-под низа там выковыриваю. Перенесла я курочку с цыплятами вот сюда вот вниз, где бункерная кормушка. Они еще чуть-чуть и будут хотеть выйти гулять, поэтому, чтобы не попадали сверху. Поставила вот так вот водичку, немного им там крупы кукурузной, молотой. И вот они уже пробуют кушать, глядя на маму. Такие вот хорошенькие комочки. Оп. Сегодня вот 5 уже. Не знаю, мне кажется, еще денек, и она перестанет высиживать остальные. Посмотрим. Там еще много яиц. Штук 6, мне кажется, еще. Надеюсь, еще вылупится. А, спрятались. Что спрятались, а? Хорошие. Опа, все заползли под крылышки мамы. Так, сегодня уже 3-й день заливки нашей дороги. Сегодня нам оставшиеся 12 кубов довезут. Тут остался вот прямой участок метров, наверное, 30. Надеюсь, до конца все хватит.
Пойдем посмотрим. Ой, курочка напугалась. Они там... Тася, аккуратно. Они там за дверь. Да. Не, а я специально дверку сделала вот так. Наблюдать за ними. Вот, видишь, и видно хорошо. Тихо, только они боятся, когда громко. Так, я вот убралась в курятнике и поставила такую временно перегородку от окна. Вот, чтобы другие курочки не беспокоили малышей. Вот они уже вовсю кушают. Да. Вот. Водичку им с витаминками поставила. Мама, я тоже хочу. Папа, мой любимый будет вот этот писанок. А все будет мой любимый. У тебя уже есть любимая черная курочка, а теперь цыпленок, да? Хороший. Хороший. Хороший, да? Ой, Моси. Ну, он пока лысенький чуть-чуть. Идем Тиму провожать в школу. В этот раз вдвоем. Тарас хочет замерить, сколько нам дороги сделали. Специально такой прибор купили интересный. Я даже не знала, что такое бывает. Измерительное колесо называется. А, измерительное колесо? Интересно. Ну, еще больше интересно, сколько у нас осталось сделать дороги. Да, но мне кажется, Приблизительно меньше одинаково. половины, если честно. Ну вот, посмотрим. Так что нам самим интересно, сколько нам дороги сделали, сколько осталось сделать. Ну и плюс удобно будет этим прибором измерять участок, там, если размечать какие-то грядки. Вот, Забор на большом делать. забор, да, рассчитывать удобно. В общем, есть- штучка нужная такая, да? Да, да, практично. Нам очень, А очень как нужна. она на батарейках работает? Нет, там такой механизм, так сказать, механический. Как у счетчика. Как у счетчика он так интересно. мотает, да, и переключается. Ну и, Колесо крутится, да, и да, как и счетчик. наматывает, Ага. да. Ага. Сейчас посмотрим. Потому что по спутнику можно померить приблизительно, но из-за того, что тут же уклоны, спутник же это ну, никак не измеряет. Угу. Поэтому тут же это важно при измерении длины. Плюс у нас участок тоже там не везде прямой. А тут вот нам трактор поравнял дорогу, и что-то теперь не очень хорошо. Ходить не очень удобно. Камни все сыпучие. То мы накатали, да, сколько лет накатывали, а теперь вот он Не лет, все просто, мне разрыхлил. кажется, нужен сильный дождик, и она прижмет это все. А сейчас он все это сбарахлил. Не, он сделал намного ровнее, хорошо. Ну, ровнее, но вот эти камни теперь все наружу. Камни, да, я И регулярно кое-где их выбрасываю. сыпучая вот эта земля, глина. Прям вообще идти, конечно, не очень просто. Да. Покатился. Они вон обратно сыпятся, Тарас. Да. Вот что-то сетку одну оставили. Там вон тоже видно, вот все в камнях. Ну, будем постепенно убирать, так, вручную. Потому что неизвестно, когда нам эту половину доделают. Будем надеяться на следующий год, а там как повезет. Ну, спасибо, что хотя бы какую-то часть уже сделали. Да, это большая помощь. Да. Никто не верил, если честно. Наши родственники. А пока Да вообще Не, никто, что а это мы, возможно а мы верили. Мы Я тоже где-то в глубине души верил. надеялся скорее. Надеялся, да. Потому что, ну... И вообще, сейчас в Грузии это повсеместно происходит, я слышал. Как заместитель вот, нашего председателя Гела говорит, что за месяц сделали то, что за 5 лет не делали. Не знаю, что конкретно случилось, ну прям даже в храм, у нас тут монастырь есть знаменитый, и даже туда взялись прокладывать дорогу. Хотя он вообще там на возвышенности. Там да? очень, да, очень тяжелый Высоко. участок, намного там круче, чем у нас, дорога намного хуже, заброшенная, и там намного длиннее участок, как мне сказали. Мы там сами никогда не добирались до туда. Вот, а уже подошли к началу новой дорожки. Вот тут поприятнее будет идти, да? Ну, конечно. Тима уже говорит, можно на велосипеде ехать. Да. Оставлять здесь, какую-то парковочку сделать. Ну вот сзади нас тут Ну отличное место парковочное. Да.
Там вот такая будет парковочка. Там расчистить, да. Да, тут на велосипеде съехал за минуточку. Красота. Экстрим. Тут такой спуск, правда. Тима Крутой. вырастет, может заработать на мандаринах себе на скутер, да? Будешь гонять в школу. Вот, видишь, здесь уже равнял получше, да? Да, тут ровнее, конечно. Надо было все правилом тянуть. Все правилом тянуть. Ну вот, Лопаты видишь, все-таки бугры такие получаются. бугры, и даже когда едешь, чувствуется. Вот здесь прям Ага, залетаешь ага. хорошо. Я сегодня проезжал утром. А вот там уже так вот. Такая вибрация уже идет. Да, да, да. Это. Нет, ты не спешишь. Надо медленно. Камень, Ножницы, бумага, буета. О, ты победил. Вот уже едет. Вот Джамбуля, видишь? Давай, пиши. Ямарджаба, Джамбули. Каргат, Шен. Все, Тима, пока. Пока. Вот такая удобная сумочка, как ракетки теннисные. Да, похоже. Ну. Но это не реклама, если что. К сожалению. К сожалению. Так, это вот у нас сначала ручка вот так открывается. Так, защелкивается. Тебе прям по цвету подходит. Ну, вот видишь, и ножка такая удобная. Если надо остановиться, Угу. вот все поставил. Тут сброс сюда. Все. Сейчас поедем на колесе. Давай, продемонстрируй нам. Так, ножку можно убирать, чтобы она не мешала наклонам. Ну что, поехали. Поехали. Так, буду стараться держаться ближе посередине к дороге, чтобы был такой более точный замер, чтобы нигде там в краях на повороте никуда не уходили. Так, теперь меряем участок, который нам осталось залить до дома, до ворот точнее. Тут уже сложнее ехать, даже колесу измерительному. Вот собака нам подсказывает, что уже дальше не надо. Дальше вам не сделают. Тут уже прямой участок. Прекрасная погода в конце ноября. В общем, если подойти к итогам, залили бетона мы 42 куба общей протяженностью 193 метра, согласно нашим подсчетам. Осталось нам залить 172 метра, чуть-чуть меньше, чем мы сделали. Сколько нам это вышло? Муниципалитет выделил полностью бетон и оплатил бетономешалки до низа, да, чтобы они доехали. С нашей стороны, что за счет жителей, которые живут наверху, ну, кому принадлежат участки сверху, они оплачивают подъем этого бетона, ну и, соответственно, укладку, работу, все. Для нас это было вообще неожиданностью, что вот уже едет машина, бетон, поэтому мы не успели подсобирать деньги на трактор, который был необходим для доставки первой партии бетона, потому что это был достаточно крутой склон, и бетономешалка туда не смогла бы доехать. Поэтому заплатил наш сосед, и мы договорились, что на следующий раз, да, надеюсь, на будущий год, с нашей стороны это будет оплата уже трактора и подъем сюда бетона. Поэтому трактор, он сказал, стоил за день 750 лари. Все остальное выделил муниципалитет. Ну и как бы и рабочая сила. Вот 3 дня мы работали. А бетон стоит достаточно дорого. Вот даже тут кубометр стоит 180 лари. То есть можете сами, да, умножить 42 куба на 180 лари. Плюс каждая бетономешалка, там в зависимости от, ну, насколько она большая, где-то 300 лари доставка. Я посчитал, было 13 машин. 13 бетономешалок заехало. То есть это такая солидная сумма, около 9000 лари, которую выделило государство вот, в помощь нам. Огромное спасибо всем, кто участвовал, всем, кто помогал, всем, кто не забыл про нас. Мы очень довольны.